Лифты есть, причем новые, но по факту их нет. Жители многоэтажки на улице Фруктовой пока только смотрят на их двери и поднимаются пешком. Сколько продлятся кардиотренировки, сказать не могут. Но по словам подрядчика, здесь все готово, причем даже с опережением графика. У нас по договору сейчас мы еще по срокам у нас до конца этого месяца, чуть быстрее. Таких застывших на одном месте лифтов на улице Фруктовой в домах 5/1 и 9/1 10 штук. Их закупили за счет средств фонда капитального ремонта. Они обошлись в 13 миллионов рублей. Кнопка вызова в них заработает только после того, как Ростехнадзор все проверит. Вот здесь у жителей очень часто возникают такие вопросы, что вроде лифт, вот как мы сейчас его видим, он уже рабочий, он уже все в порядке, но его управляющая компания не запускает. То есть вот это как раз тот срок, который происходит приемка этого лифта уже официально Ростехнадзором, который уже его запускает в действие и дает на него уже все свои соответствующие разрешения. Проверка может длиться целый месяц, поэтому пока вынужденные тренировки, скорее всего, продолжатся. Рады им, понятно, далеко не все. Лично в нашем подъезде лифт работал отлично, никаких претензий не было. Хотя дому уже 41 год. Мы, конечно, рады, что поставят новый, это разумеется, но побыстрее бы. Во-первых, возраст, тяжело подниматься высоко. Да хорошо бы, если бы к сентябрю пустили. Мы так считаем. Да? А почему? Ну, не знаю, как-то все время говорят, что очень долго лифты не пускают, когда начинают менять кабины. Замена лифтов по закону должна проводиться раз в 25 лет. Но Фруктовые они давно переработали свой срок и перевозили жителей буквально со скрипом, давая понять, что им давно пора на покой. Нажал на первый этаж и посередине я застрял. Потом просто у меня мама выходила за мной вслед на работу, вызывает лифт, а там я. Лифты на Фруктовой обязательно поедут, это вопрос времени. На очереди замена еще 50 кабин на этой улице, а также на части улицы Родионова. Всего до конца года в регионе компании по их замене охватит 1000 подъездов многоквартирных домов. Работу на половине объектов уже сдали. Вероника Кузьминова, Андрей Панов, столица Нижней.